Всем большой привет из Чеддера! Сегодня мы продолжаем прогулку по этой небольшой, но очень уютной и милой деревушке. Проживает здесь немногим больше 5000 жителей. Это очень уютная деревня, такие милые домики, такая неспешная жизнь кругом идет. И жизнь здесь идет своим чередом, тихая, размеренная. На улицах немного местных жителей, и в основном жизнь кипит, конечно, в центре, ближе к пещерам и ущелью, где много туристов. Самая большая милота за сегодня. Каждый charity-шоп — это магазин, посвященный чьей-то защите. И конкретно этот charity-шоп посвящен защите ежиков. И они пишут, что мы спасаем, реабилитируем и отпускаем около 650 ежиков каждый год. Вот благодаря работе этого charity-шопа. От себя добавлю, charity-шопы — это такие секонд-хенды, которые продают одежду, посуду, бижутерию и помогают животным или людям, которые в этом нуждаются. В центре одной из улиц исторический памятник 15 века, рыночный крест. Вот такая милая деревня Чеддер с чистыми улицами, с интересными домиками и прекрасным видом зеленых холмов. Прикольно, тут до сих пор существуют эти объявления на стенах, там, причем люди стараются делать их цветными. Вот классно, мне больше всего нравится. Приглашают мужской хор. И самое главное, да, что некоторые из нас ходят в паб после. Это, наверное, самое главное для тех, кто поступает в этот хор. В небольшой такой деревне есть вот такой солидный большой паб. Исторический памятник 14 века, церковь Святого Андрея. Башня этой церкви высотой 30 метров, и в ней колокол 1759 года. Вы сейчас слышите его звук. За церковью расположено старое кладбище, и там неожиданно совсем мы встретили цесарок. Ух ты! Посмотрите. Ну что вы так нервничаете? Сегодня мы опять увидели вот эти вот замечательные, очень интересные глиняные фигурки. Вчера на тропе мы заметили несколько, а здесь их очень много. И, конечно, было интересно, что же это за фигурки, кто их сделал. Информацию об этих фигурках нашли в интернете. Оказалось, что жители города Чеддера участвовали в проекте «Индивидуальность». И участникам проекта предложили сделать фигурку самого себя, чтобы показать, что все люди разные и особенные. Фигурки делали из 6 различных видов глины, их более 1000, и, конечно же, каждая фигурка уникальна. Об этом проекте написали в BBC, и если кому интересно, ссылку на эту статью мы оставим в описании. Дальше наше путешествие идет на Чеддерское водохранилище. Вчера голубым глазом оно сверкало с высоты ущелья, сегодня мы его решили посмотреть вблизи. Построено оно было в 1930 году, и емкость у него 614 кубометров. Купаться на водохранилище запрещено, но можно заниматься разными водными видами спорта. Наступило время ланча и также традиционного английского чаепития, и мы решили остановиться в таком уютном кафе, чтобы немножко отдохнуть перед тем, как пойти в пещеры. Я просто не могла пройти мимо этого домика. Посмотрите, какой он интересный. Он шириной всего в одну небольшую комнатку и не очень длинный, и вот такой вот он интересный. Я думаю, что он очень старый. Удивительно, как его вписали в эту улочку, и удивительно, как люди там вообще живут, потому что получается, что
Здесь всего лишь ширина одной небольшой комнаты, а если вы посмотрите внизу, то там есть места даже еще уже. Вот такой вот небольшой двухэтажный милый домик. Мы подкрепились чаем и не только. Вдохновлены прекрасной окружающей природой и находимся в предвкушении от предстоящей экскурсии в пещеры. Говорят, что эти пещеры очень удивительное место. А пока мы поднимаемся, вы можете посмотреть на магазинчики, которые здесь работают специально для туристов. Билет на посещение пещер стоит 25 фунтов, но так как мы пришли немного позже, то мы заплатили половину от этой стоимости и сможем посмотреть только одну пещеру. Но говорят, это самая грандиозная пещера из двух. Раскопки пещеры начались в 1890 году, а в 1903 году здесь было сделано уникальное открытие. Нашли скелет чеддерского человека, которому около 10 тысяч лет. Это один из самых полно сохранившихся первобытных людей в Британии. Ученые исследовали ДНК этого человека и воссоздали его образ. Об этом вы можете прочитать у нас на телеграм-канале. Длина пещеры более 3 километров, а глубина 115 метров. Но для туристов открыты только 820 метров этой пещеры. Остальные залы пещеры затоплены, и их можно преодолеть только дайвером. Вот так вот через мрачные коридоры, лабиринты и гроты мы двигаемся дальше в сердце удивительной пещеры Гуфа. Кстати, названа она в честь первооткрывателя Ричарда Гуфа, который нашел эту пещеру, он ее откопал вместе со своими сыновьями. И сейчас мы можем видеть эти удивительные и неповторимые творения природы, которые были скрыты во тьме веков, но сейчас мы можем созерцать эту всю красоту. Вот мы и подошли к тому месту, из-за чего деревушка Чеддер стала знаменитой во всем мире. Температура в пещере 11 градусов. Идеальные условия для того, чтобы сыр выстоялся и приобрел отличный качество. Сыр Чеддер начали производить еще в 12 веке. Есть даже записи о том, что в 1170 году король Генрих II объявил чеддерский сыр лучшим сыром в Англии. Мы окунаемся в удивительное царство сталактитов и сталагмитов. Они такие все разные и все уникальные. Интересная инсталляция. Сначала подумала, что это реальные спелеологи, но потом оказалось, что это просто инсталляция. Здесь представлены фигуры Ричарда Гофа с сыном, дайверов и современных спелеологов, которые исследуют пещеры в настоящее время. Интересную историю рассказал аудиогид, что в 1966 году Дэвид Лаферти побил мировой рекорд нахождения под землей и провел 130 дней. В это время он сжег более 1000 свечей, несколько парафиновых ламп и прочитал более 200 книг. Сейчас вы смотрите на сталактит, который называется Ниагарский водопад. А если внимательно приглядеться, то это похоже на дерево. Ученые говорят, что этому дереву каменному более 250 тысяч лет. В пещере очень много спусков и подъемов, и ты никогда не знаешь, что ждет тебя за поворотом. Какая удивительная красота. Посмотрите на потолок зала. Над вами около 122 метров твердой породы. Это действительно означает быть глубоко под землей. Гоф назвал эту часть алмазной палатой. Когда свет от лампочек отражался от стен из натечного камня, это выглядело как сверкающие бриллианты. Камни действительно сверкают от света, может быть, не похожи на алмаз, но все равно очень красиво. Эту величественную часть пещеры Гоф назвал храмом библейского царя Соломона.
Все-таки удивительное образование эти сталагмиты. Мы можем видеть, что они как будто светятся изнутри. И все это благодаря электрическому освещению, которое, кстати, в пещере было с 1899 года. И в то время это было новаторством. Вау, и мы заходим. О май гад. Вы могли догадаться, эта камера была образована водой. Посмотрите на куполообразную крышу, и вы увидите отверстие овальной формы. Не только я, но и все люди, кто входит в эту пещерную камеру, они в полном восторге. И это выражают очень громко, потому что просто невозможно сдержаться, видя такую величественную божественную красоту. Эта часть пещеры названа пещерой Аладдина, и туда, если вглядеться вглубь, кажется, что там какая-то сказка внутри. Вот подошла к концу наша пещерная экскурсия. Мы в полном восторге и, надеюсь, хоть немножко смогли этот восторг передать вам. И еще добавлю немного фотографий этой прекрасной пещеры. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч!